Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, вот вы думаете, кто самый умный на планете? Слон? Нет. Его коэффициент соотношения массы мозга к телу всего 1,3, у собак 1,2, а у кошек так вообще 1. Человеку и дельфину тоже придется подвинуться перед нашими сегодняшними гостями. Встречайте землеройковых. Семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. И они вам не мышь, а умное создание с коэффициентом мозга по отношению к массе тела 1 к 10. То есть ее мозг – это 10% ее маленького тела. Эти маленькие зверьки внешне, конечно, похожи на мышей, но они не грызуны. У них мордочка вытянутая в виде хоботка, а хоботок этот им нужен для того, чтобы всасывать вкусняшки. Не просто же так они насекомоядные, хотя теоретически землеройки всеядны и могут нападать на мелких позвоночных, лягушек, ящериц, детенышей, мелких грызунов. Корм они разыскивают при помощи нюха и осязания. Некоторые виды предположительно способны к эхолокации, как киты. У землероек очень высока интенсивность обмена веществ. Они вынуждены постоянно есть свои хитиновые вкусняшки с небольшими перерывами на поспать. В день они съедают общей массы жуков, червяков и личинок в 1,5-2 раза больше своего веса. Иначе никак нельзя. Ведь даже короткие промежутки голода грозят землеройкам смертью. Причем, чем меньше размер землеройки, чем чаще ей нужно есть. Например, малая бурозубка умрет через 5,5 часов без еды. Кстати, к землеройкам относятся самые маленькие представители класса млекопитающих. Это карликовая многозубка и крошечная бурозубка, у которых длина тела лежит в пределах 30-50 миллиметров, а масса колеблется от 1,5 до 3 грамм. Бурозубки, белозубки, многозубки – названия родов в этом многочисленном семействе, прямо скажем, без затей. Зависит от цвета эмали и количества зубов. Кстати, короткохвостая бурозубка, живущая в США и Канаде, и обыкновенная кутора, живущая по берегам водоемов в России, относятся к крайне немногочисленным ядовитым млекопитающим наряду с утконосом и щелезубами. Землеройки живут по всему миру. Исключили только полярные области, не дураки, да? В России проживает не менее 25 видов. Причем живут они и в горах, и в лесах, степях и реках. Некоторые представители землероек роют норы сами, а кто-то занимает чужие покои кротов и разных грызунов. Благоустраивают квартирку сухими листиками, а охотятся, не отходя от кассы, на территории, не превышающей несколько десятков квадратных метров, и зимой в спячку не впадают. Хотят любви землеройки аж 3 раза в год. Беременность длится 14-28 дней. В помете обычно от 4 до 14 малышат. Рождаются наномышки курносами, а полноценными буратинками становятся уже через пару-тройку недель. Кстати, у белозубок мать с потомством перемещается цепочкой или караваном, держась зубами за хвосты друг друга, как детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку. А еще у молодых землероек обнаружена удивительная способность, получившая название явления Денеля. Осенью у них наблюдается уменьшение размеров тела и уплощение черепной коробки, а затем с апреля по июнь
происходит увеличение объемов черепа, увеличение массы и объема головного мозга. Но максимальная продолжительность жизни землероек всего 18 месяцев. Землеройки, несмотря на суеверие голых обезьян, приносят существенную пользу, истребляя почвенных насекомых и личинок. Они уничтожают огромное количество насекомых круглый год в местах, труднодоступных для многих других насекомоядных, млекопитающих и птиц. Лисы, кошки и собаки иногда убивают землероек, приняв их за мышей, но не осмеливаются употреблять их в пищу из-за их сильного запаха. Однако совы и дневные хищные птицы, а также мелкие хищники вроде ласок или хорьков питаются землеройками без всякого отвращения. А как вы думаете, зачем землеройкам такой большой мозг? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!